Полноразмерные наушники с качественным звуком, что является основным плюсом этих наушников. Также они поддерживают технологию активного шумоподавления, функцию прозрачности, мультипоинт до 2 устройств, стильный дизайн, качественная сборка, поддержка фирменного приложения с эквалайзером, и они могут прослужить до 24 часов на одном заряде аккумулятора. Обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к наушникам под названием Bose Quiet Comfort Headphones. Притом купил я их себе, хотя у меня есть Соньки. Пусть будут дублем. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу, тем более на них очень часто распродажа. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке с названием, краткими характеристиками и изображением модели. Упаковка хорошая, но я бы не назвал ее премиальной. В комплекте мы имеем сами наушники, хороший жесткий чехол с надписью Bose, кармашками под кабельное хозяйство и не только. Далее есть краткое руководство, кабель для зарядки с USB-A на Type-C длиной 30 см и аудиокабель с 3,5 мм на 2,5 мм. Качество кабельного хозяйства хорошее, ко всему есть на аудиокабеле блок со встроенным микрофоном. Вес наушников вы видите на экране, как и габариты чашек по внутренним частям. Все в пределах нормы, но об удобстве во время использования я расскажу чуть далее. Напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Присутствовать на стриме не обязательно, победите я напишу вам в телегу. Еще iPhone 16 разыгрывается на Новый год, условия в ролике по ссылке в описании. В принципе все, перейдем к наушникам. По расцветкам в продаже я встретил только черную, белую и зеленую расцветку. Дизайн наушников приятный, выглядят они достойно. Большая часть корпуса выполнена из матового качественного пластика, в оголовье есть металлическая дужка и места крепления чашек, также выполнены из металла. Материалы тактильно приятные, собрана модель отличная, придраться не к чему, но о водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую в них прогуливаться под дождем. Оголовье имеет мягкую вставку с неплохим эффектом памяти, размер регулируется за счет 12-ступенчатой системы, размер фиксируется отлично, и во время использования наушников наушники не слетают. Амбушюры не крупные с отличным эффектом памяти, ко всему они не дубеют во время холодной погоды, но, разумеется, в сильный минус у большинства наушников амбушюры станут твердыми, напоминаю. Но отмечу, что заменить их можно. Также для подгона наушников под особенности строения черепа чашки могут поворачиваться по вертикали и по горизонтали. Углы поворота стандартные, тут ничего необычного. Что касается посадки, эргономика наушников хорошая, сидят они плотно, во время пробежки не слетают и сила зажима умеренная. Чашки не давят даже при длительном использовании, но вот оголовье после 2 часов прослушивания музыки слегка доставляет дискомфорт. Разумеется, здесь все индивидуально, подойдут наушники как взрослым, так и подросткам. Далее, на левой чашке находится механическая кнопка для управления режимами активного шумоподавления и разъем на 2,5 мм. А на правой чашке можно обнаружить переключатель питания и входа в режим сопряжения. Плюс есть Type-C разъем для зарядки и 3 механические кнопки. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, отключение микрофона во время вызова, вызов голосового ассистента, плюс можно прослушать информацию о оставшемся заряде. Включение как выключение наушников сопровождается приятным системным звуком, после чего идет информация о заряде наушников и о подключении озвучивания женским голосом на английском языке. Озвучивание можно настроить и выбрать язык, но русского перевода здесь нет. Смена режимов шумоподавления также сопровождается озвучиванием женским голосом. На команды наушники откликаются корректно и быстро, управление удобное и интуитивно понятное. Переназначить команды возможности нет, за что отдельный минус, можно только изменять команду для прослушивания заряда на быстрый доступ к сервису Spotify. Летим дальше. Тип наушников полноразмерные закрытые. По кодекам есть стандартно AAC и SBC, кодеков высокой четкости нету, за эти деньги это странно. К плюсам отнесу отлично реализованную систему активного шумоподавления и функцию прозрачности. Для ANC в стоке есть предустановки, а также можно создать свой режим с выбранным сценарием и настройкой силы ANC. Но всего можно создать не больше 4 режимов. Плюс есть функция подавления ветра, которая хорошо себя показала, и при ее включении ANC будет автоматически настраиваться в зависимости от окружающего шума. А также удобно, что можно включить функцию, которая позволяет запомнить системе последний выбранный режим и включить его как раз при включении наушников. Максимальной силы ANC достаточно, чтобы приглушить посторонний шум в метро с музыкой на громкости в 60%, но, разумеется, громкие звуки все так же будут проскакивать. А слушать музыку на громкости выше 75% с данной моделью я однозначно не советую. Функция прозрачности настроена отлично, она не раздражающая, и разговаривать с собеседником, не снимая наушники, возможно. Далее, из интересного и полезного также можно выделить 4 неплохо настроенных
встроенных эквалайзера и даже кастомный эквалайзер, но почему-то только трехполосный. И это вопрос. Несмотря на это, наушники отлично откликаются на персонализацию звука. При использовании наушников по кабелю все эти функции недоступны, что неудивительно, как и у всех по большому счету. Заряд наушников в шторке отображается, при включении наушники автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству. Датчиков обнаружения также не завезли, за что еще один огромный минус. Но есть полноценный мультипоинт до 2 устройств. Далее, подключить наушники можно к приложению Bose. После подключения мне, к слову, сразу прилетело обновление. На стартовой странице с подключенными наушниками есть заряд наушников, функции, о которых я уже упоминал ранее, а также ползунок регулировки громкости, плеер, настройка голоса во время вызова и настройка функции автоматического выключения. За что плюс. На этом, в принципе, все. Приложение удобное, но перевод в нем не до конца корректный. Далее, время зарядки составляет 2 часа 45 минут от 0 до сотки. Время автономной работы, по моим тестам, на 65% громкости по кодеку AAC составляет 21 час, что довольно мало. Сам производитель заявляет о 24 часах. Отмечу, что это время автономной работы с включенным режимом музыка и выкрученной силой ANC в ноль. Но, по всей видимости, с такими настройками работает функция прозрачности. Отключить же полностью эти режимы возможности пока нет. В повседневном использовании мне наушников хватает на 3 дня. 15 минут зарядки продлевают время автономной работы еще на 2 часа. В случае, если наушники полностью разрядятся, можно подключить их через кабель. Далее, Bluetooth чип установлен в версии 5.1. Через 2 стены наушники от смартфона не отваливались. На улице фризов я не обнаружил. Задержка на YouTube незаметна, а в играх задержка уже более заметна. Но отмечу, что сам производитель не рекомендует использовать эту модель для игр. В любом случае, примеры вы сейчас увидите на экране, и напоминаю, что для минимальной задержки можно использовать кабель. Микрофоны отрабатывают неплохо, жалоб со стороны собеседников я не получал. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных полноразмерных наушников, Bose, и насколько хороши эти Quiet микрофоны вы сейчас слышите. В принципе, скажем прямо, все неплохо. И лучшие микрофоны это либо это дело на кабеле, где микрофон рядом находится. И второй вариант развития событий это микрофоны в шнурках или в ваших смартфонах. Потому что чем дальше приемник от источника, тем хуже звук, какими бы ни были волшебными уши. Звучание. Основное, ради чего приобретают данные наушники, это звук. Ну и бренд. Запас громкости хороший, качество звука отличное, но сразу скажу, что строить иллюзии по поводу лучшего звука за эти деньги не стоит. Оно и вправду хорошо сбалансировано, объемное и качественное, но сказать, что звук соответствует цене, я не могу. Теперь по полочкам. Бас мощный и глубокий, средний бас в наличии. Высокие звучат отчетливо и выразительно, середина проработана отлично, сцена широкая, а само звучание детальное. Инструментал здесь различим, вокал как женский, так и мужской отыгрывают наушники хорошо, ко всему композиции с хором также для них не проблема. Мне звучание понравилось, подойдет оно для большинства жанров музыки. По кабелю звучание не особо меняется, и заметить разницу обычному пользователю будет довольно сложно. Минусы: маленькая автономность, нет кодеков высокой четкости, простенький кастомный эквалайзер, нет датчиков обнаружения. Ну и цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Они вроде бы сделали ее адекватной, периодически на Яме, допустим, они продают их дешево. Резюмирую. Bose Quiet Comfort Headphones. Отличные наушники с качественным звуком. Конкуренты это Sony, Sennheiser, Anker те же, которые в 2 раза дешевле. И при этом они все дешевле. Даже Sony. Только с кодеками высокой четкости, иногда лучшими материалами. И здесь, как говорится, если вы придете в магазин и именно от этого звука вы будете просто в восторге, наверное, стоит покупать. Но единственное, не стоит смотреть именно на бренд. Вкус в звуке может быть разный. Даже наушники могут быть неплохими. Это однозначно первый эшелон среди наушников. Это однозначно качественные наушники. Подойдут они вам или нет, лучше зайти в магазин, послушать со своим источником своей композиции и решить. Обращать на них внимание стоит, потому что на них часто распродажи. Огромное спасибо за просмотр. От меня Девайсуда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.